Всем привет! Вот буду делать ремонт ямочки. Тут очень просела плитка. Угадайте почему? Ладно. Тут траншею копали под воду 1,5 метра. И, ну, естественно, за 3 года просела и офигеть просела. То есть, если вы будете вдруг прокладывать себе какие-то коммуникации, то засыпайте в местах, где будут дорожки или эти площадки, песком, который трамбуется. И глиной нельзя, потому что глина, она долго усаживается, там 2-3 года. Ну, сейчас не будут ремонтировать, пока как это быстро все-таки делается и не страшно. Так, ЦПС тоже надо снять. Там под корочка ЦПС она держала плиточку как-то, и неизвестно, что под ЦПС, а там еще глубже, поэтому ЦПС надо точно снять. Тут для пешеходных дорожек вот я делал где-то 3 сантиметра слой. Хватает этого слоя. Под машины можно 5. Ну, а вот, кстати, этот объект я делал 2 года назад. Объект выделяется тем, что без бордюра, такой более экспериментальный, первый. И еще и плитка шестерка. То есть без бордюров плитка восьмерка, крупноформатная, точно хорошо. А вот это такая шестерочка. Ну, в принципе, по весне немножко гуляет в этих местах. Вот тут как-то влаги много. И вот эти места поднимают. Ну, сейчас вот лето, ну как лето, начало апреля, середина. И оно же обратно все постановилось, и, в принципе, вот. Ну, а так, в целом, там вот, где вот насыпь большая, там под 40 сантиметров, там вообще нету ни пучения, ничего. Все эти вот дороги, все дела. Бордюры, ничего не ломаются. Все уголки стоят. Хотя их уже 1000 раз должно было выломать, судя по комментариям. Хотя, в общем, все отлично. Некоторые места есть проблемные, там, где много-много воды. Ну, и вот траншея просела. Пеньки такие, я даже и сам боялся. С ними вообще проблем нет. Что касается бордюров, вообще проблем нет. Если хотите, чтобы было самым надежно, лучше с бордюрами. Если, ну, но понятно, типа, если вы делаете длинную дорожку, то большая часть денег идет на бордюры, потому что с двух сторон. То есть это экономично, но типа надо терпеть некоторые стрёмные моменты. А вот ступеньки не расходятся ни влево, ни вправо, ни взад, ни вперед. Видно, какая дорожка прямая. По весне немножко вот это место гуляет. Неприятно. Ну и постоянно назад становится. Не бойтесь экспериментировать. Я делаю ЦПС из смеси С12 и цемента. 1 к 4. Можно даже 1 к 6, потому что тут камни есть. Ну, пролью водой немного. 2 ведра влью на это место тромбов. Чуть-чуть попрыгивай. После зимы моего веса чуть добавил. Сейчас ЦПС.
8, 9, 8. Хочу еще надо сантиметра 2-3 насыпать. Я что-то думал, тачки будет даже много. Ну, сейчас засыпаю чистовой. Обычно с сеянного песка делается, но если... Ну, короче, есть такие манипуляции, когда остается S12, допустим, или ПГС. Можно с ПГСом. То есть на прочность основания это не влияет, просто на работу. Типа сеянным песочком намного приятнее работать, чем с этими камушками. Если еще плитка крупноформатная, то вообще по барабану. Если мелкая, то с камушками, конечно, плоховато. Но основание технология не нарушается. Нет такого, что вот плохо. Работать приятно. Так, теперь нам надо рисунок посмотреть, как он должен продолжаться. Тут все так хитроумно. Тут уже не надо прям выбрать плиту и заказывать. Ну, то есть маленький объем не надо. Вот нитка служит нам уровнем. Ну, обычно на этом этапе трамбовкой пройдешь, и она все так плоскость выравнивает. Сейчас надо визуально шейного точки. Ну, сейчас попробую этим S12 швы заметать. Там все-таки 50% сеянного песка есть. Все, ямки нет. Минут 40 работает, да и вся ямка. Ну, лучше не ремонтировать, лучше не допускать. А так, все. Всем пока.